Дорогие друзья, россияне, соотечественники, Донбасс вернулся домой. Сказать, что я рад, ничего не сказать. Знаете, долгие 8,5 лет мы ждали, верили, надеялись. И вот этот день свершился. Русские люди воссоединились. Друзья, вы знаете, мы давно живем с 2014 года по московскому времени. И для нас Москва всегда была родиной, столицей нашей родины. Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Рязань – такие же самые русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь. И вот теперь это и де-юре. Вы знаете, Донбасс отчизну не подведет. Нам нужна победа. Россия навсегда. Ура! Ну и спасибо вам, спасибо за мужество, спасибо за то, что не подвели людей, которые доверили вам управлять республиками. Спасибо вам за вашу верность нашей Родине. Спасибо! Когда проходил референдум, украинская пропаганда пыталась внушить, что голосовать за воссоединение с Россией будет только якобы старшее поколение, которое ностальгирует по СССР. Но как же они ошиблись? Молодежь сделала свой выбор вместе со всем народом. Молодежь Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей тоже голосовала сердцем. Голосовала за Россию, за то, чтобы быть вместе навсегда. На нашей сцене группа «Собор». Это девочки, которые выходят на сцену, они из Луганска и Краснодона. Только что мы их видели в главных партиях рок-оратории, посвященной 80-летию подвига молодогвардейцев. И вот теперь они выступают на главной сцене нашей страны, на Красной площади. Девчонки, честно скажите, как вот вы сейчас чувствуете себя на этой сцене? Вообще знаете, что сейчас на Красной площади, а еще на Васильевском спуске нас собралось здесь уже более 100 тысяч москвичей, тех людей, которые оказались в центре Москвы сегодня в этот судьбоносный день. Честно говоря, мы даже мечтать о таком не могли. Это очень здорово. Мы постараемся выступить так, чтобы вам обязательно понравилось, и вы нас запомнили. Спасибо вам большое. Да, мы буквально сегодня приехали из Луганска в Москву, и, наверное, должны сказать, что абсолютно все наши друзья, наши родные голосовали, принимали участие в референдуме, конечно же, голосовали за единство с Россией. Вы просто не представляете, какое это счастье для нас. Итак, на Красной площади группа «Собор» и песня «С Россией в сердце». Есть на земле большая страна, прекрасна, отчизна и духом сильна, богатство природы, широкий край, Россия. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Здесь сберегли достоинство, честь, здесь волею храбрых поступков не счесть, здесь мирное небо над головой далось большой ценой. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Здесь я родился, здесь пригожусь, и жизнь, если нужно, отдам я за Русь, за белые рощи, любимый дом, и всех, кто будет в нем. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия.
Группа «Собор», спасибо, девчонки. Давайте скажем всем нашим артистам, которые приехали из Луганска, Донецка, из Запорожья, из Херсона, в какой стране они оказались? Россия! На вас просто невозможно насмотреться, какое единение чувствуется здесь, сейчас и везде, по всей стране. В Донецкой в Народной наших Республике, в регионах. Луганской Народной Республике, везде. Друзья мои, как здорово, что мы все вместе, и это навсегда. Воистину исторический день. Нам, конечно, всем еще предстоит осознать то, что сегодня произошло. Предстоит понять и пережить, но каково у нас сплочение? Мы все едины сейчас в нашем стремлении стать страной, которая станет настоящим примером для всего мира. Мы здесь показываем, каким должен быть настоящий свободный мир. Мы должны стать примером для всех, и мы станем, я в это верю. Друзья мои, все эти дни, пока шел референдум, какое количество СМС-звонков, да и ты тоже, потому что я много раз ездила на Донбасс, ты вообще оттуда. Вот, как все писали, говорит, наконец мы дождались. А ведь какие результаты! Совершенно потрясающие. 98%, 99%. Это же единогласно, как все хотели, чтобы мы воссоединились. И это произошло сегодня, здесь и сейчас. Вы знаете, когда мы разговаривали с руководителями Херсонской области, опасались, что будет небольшая явка, потому что люди боялись обстрелов. Было большое опасение о том, что скажут люди. Потому что, в отличие от Донецка и Луганска, которые 8 лет уже назад сделали свой выбор, в Херсоне и Запорожье было относительно спокойно до определенных моментов. И были опасения внутри. Предполагали, а что же будет, как произойдет. Но те цифры, которые дали Херсонская область, Запорожская область, говорят, что выбор там тоже был сделан давно. Просто сейчас фашистские гады, которые обстреливали их, показали им свое истинное лицо, свой звериный оскал. И люди сделали свой выбор. Выбор в сторону России. Давайте еще раз. Да, вы все поняли. Россия, это звучит гордо. Нас много. И мы вместе навсегда. Мы сейчас, друзья, мы все были уже в Донбассе. И сейчас хотим поделиться своими мыслями, впечатлениями. Мы понимаем, что идет информационная война. Огромное количество фейков. Наши военкоры, которые там на передовой, рискуя своей жизнью, рассказывают нам настоящие истории, правдивые истории. Потому что наша сила, она в чем? Она в правде. Дорогие друзья, и сейчас к нам присоединилась многомиллионная аудитория Первого канала. В прямом эфире Красная площадь. И здесь, сейчас проходит митинг-концерт. Выбор людей вместе навсегда. Сегодня
30 сентября 2022 года. Я уверена, что этот день станет самым важным в новейшей истории России. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин и главы самопровозглашенных территорий подписали документы о присоединении исконно русских земель к Российской Федерации. Историческая справедливость восторжествовала. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область воссоединились с Россией. Несколько дней назад там прошли референдумы, и народ сказал свое мнение. Это мнение однозначно. Результаты референдумов поразительны. Но вы знаете, с этими референдумами связана и моя личная история, история моей семьи. В 2014 году в Севастополе, в Крыму на референдуме голосовала моя мама. А в этом году в Донецке голосовала моя бабушка. Они сделали свой выбор. Выбор быть с Россией. На Красной площади группа «Зверобой» с песней, название которой говорит само за себя. «Моя Родина возвращается!» Третьи сутки без сна, но теперь лишь вперед. Наступает моя весна, пусть весь мир подождет. 8 лет, долгих лет, бились мы на краю, а теперь вижу белый свет, слышу поступь твою. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина. В сердце слез не тая, злые чары сниму, станет светлой земля моя, а не в черном дыму. Ты улыбку пошли для своих сыновей. Ты прости, мы не все дошли до победных огней. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина. Вот он, я, смотри, шрамы на лице моем, смотри. Вот мой щит и меч, я иду, чтоб жизнь твою сберечь. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина. Дорогие Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, добро пожаловать домой! Жители Донбасса все эти 8 лет давали нам уроки настоящего мужества.
жители Донбасса боролись за свое право оставаться русскими людьми. Боролись за это право и победили. И это правда завещана нам нашими дедами, победителями нацизма. И именно в их честь прозвучит следующая песня. На сцене народный артист России Николай Басков и хор ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Встречайте! Привет, Россия! Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. Замкнули мы вокруг врагов кольцо, мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российский саван из снегов стелил для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой, синеет и мирно небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам
всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой. Всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой. Люди, которые сейчас выйдут на эту сцену, они оттуда. Они каждый день там, на передовой. И сегодня они здесь, вместе с нами, на Красной площади. Артем Жога, отец легендарного Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», спасавшего людей и погибшего. После смерти сына отца выбрали командиром батальона. Вместе с ним герой России, старший лейтенант, командир огнеметного взвода с артиллерийскими системами «Санцепек» Андрей Соловьев. Экипажем старшего лейтенанта Соловьева за время боевых действий было уничтожено 10 минометных и артиллерийских батарей, 24 единицы боевой техники. Под перекрестным огнем противника Андрей Соловьев на своей боевой машине, проявляя мужество и самоотверженность, эвакуировал 13 раненых, включая командира батальонно-тактической группы. Также сегодня на Красной площади герой Российской Федерации, старший сержант Мерген Дангак, уроженец Республики Тыва, старший сержант Дагнак. Разведчик. Его подразделение в буквальном смысле прокладывает себе путь в мотострелковой бригаде и выявляет диверсионные группы и координаты дислокации соединений противника. Однажды ему пришлось взять командование на себя, так как его командир получил тяжелое ранение. Мерген уничтожил лично передовые силы противника, остальные противники отступили. Раненого командира эвакуировали, после чего взвод продолжил выполнение боевой задачи. А 30 марта старший сержант организовал грамотную оборону, переправу через реку Десна. Превосходящие силы противника победили, отбили, уничтожил танк, пикапы с минометами. И все это без потерь среди наших ребят. Молодцы, ребят. Вам слово. Настоящие герои. Здравствуйте. В этот знаменательный день хотел бы выразить слова благодарности всему народу Российской Федерации, всему простому народу, благодаря которому, благодаря помощи которого мы достигаем побед, ведем эти сражения. Благодаря вам, простым людям, вашей помощью, в тех же беспилотниках, в тех же одежде, в тех же консервах, в тех же письмах от детей для военнослужащих, которые они читают в окопах и на передовых позициях, поднимая боевой дух, когда они читают эти корявый почерк первоклассника, второклассного, и улыбаются, и у некоторых украдкой они вытирают слезы, они текут. Выразить огромную благодарность и поддержку, что вы вместе с нами пришли к этому дню, что вы приняли нас в нашу большую семью, большую Россию. Спасибо вам. Дорогие друзья, сегодня мы с вами видим, Россия начинает перерастать своими исконными землями, и нас это воодушевляет. Мы люди военные, и мы сделаем все возможное, чтобы в наших домах сохранилось мир и спокойствие. Пусть даже думать никто не смеет, что сможет посягнуть на наши земли. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые товарищи. От лица всех моих боевых товарищей поздравляю со знаменательным днем присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И этот день
всех показал, что наша воинская работа была не напрасной. Россия становится сильнее, и это главное. Спасибо нашим героям. Будем бороться, будем жить. Ребят, Там, спасибо где мы, вам. там победа. Спасибо. Будем бороться, будем жить обязательно. А сейчас песня на все времена на сцене. Заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Встречайте! Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался светлой погоди, в трезвом уме да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливее подплеть, подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так, Россия! Россия, я поздравляю тебя с этим замечательным праздником, с тем, что мы воссоединяемся. Дорогие братья и сестры, русские, мы все русские, независимо от национальности.
Я очень хочу сказать огромное спасибо от всей нашей великой России людям Донбасса за их пример верности своей истории, своим предкам, своей вере, за их пример мужества и стойкости. Спасибо вам огромное. Мы с вами, вы с нами. И все мы теперь вместе! Дорогие друзья, Россия – это страна победителей. Хочется сказать всем нашим людям, наше дело правое, с нами навсегда. Великие полководцы и первооткрыватели, воины и святые русской земли. Сейчас на эту сцену выйдет молодой артист, который буквально за несколько месяцев стал настоящим живым символом русского духа и русского характера. Встречайте, Шаман и его суперхит «Встанем!». Встанем, встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем, встанем и песню затянем. И бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Сегодня с нами народный артист России, который не раз был на Донбассе и не понаслышке знает, что там происходит. Встречайте, Владимир Машков! Здравствуй, великая Россия! Федор Достоевский утверждал, что самая высшая черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда ее. Мы один народ и должны защищать друг друга. Прошло 2 года после принятия поправки в Конституцию Российской Федерации о запрете отчуждения российских территорий. И сегодня мы можем понять и почувствовать, насколько это важно. Херсон, Луганск, Донецк, Запорожье с Россией навсегда. И еще сегодня так или иначе обсуждают тех, кто уехал или собирается уехать. Настоящая Россия не в тех, кто уехал, а в тех, кто остался. Вы и есть настоящее будущее нашей единственной Родины, великой России. С праздником! Спасибо Владимиру Машкову. Друзья, уверен, исторические события, которые совершаются в наши дни, буквально на наших глазах, и участниками которых мы с вами являемся, еще больше сплотят все наше общество, всю нашу страну. Сегодня каждый народ нашей многонациональной Родины чувствует свою ответственность за судьбу России, нашего общего дома. Ведь у наших народов общая судьба. И именно это делает Россию великой, многонациональной страной. Ведь бок о бок, плечом к плечу сегодня доблестно сражаются и трудятся татары, чеченцы и тувины, буряты и народы Дагестана, Карелии, Башкирии и многие-многие другие. И это все великий, многонациональный русский народ. И только так мы преодолеем все невзгоды и все препятствия вместе, всем миром, всей страной. На Красной площади группа «Любэ». Затянуто, нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай зажги, давай, брат, до конца. За тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь, будь проклята война. Помянем тех, кто с нами был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелется низко туманами рваными.
от бомбежек распаханной, пара солдатских ботинок истоптанных воинами новыми, воинами старыми. Давай сожги, давай затей, давай зажги, давай помянем тех, кто с нами был. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь, 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 я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стервана. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат, Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия.
Друзья, сегодня с нами замечательная девушка, поэт и воин Богдана Нищерет. Юную жительницу Донбасса, еще когда ей было 8 лет, Служба безопасности Украины назвала одним из главнейших своих врагов. За свои стихи Богдана попала на сайт «Миротворец». За стойкий дух и упорное сопротивление врагам. Внимание на экран. И Донбасс, леса, Донбасс, бывает наши степи, растает мать, жена в слезах, и гибнут наши дети. Идет нацист, ползет от нас, метая все живое. Прости нас, батюшка, земля, за что творят такое? И покорить врагам Донбасс, народ не станет на колени. И будет мир, и будет мать, и будут бегать дети. Эти стихи на прощании с командиром бригады «Призрак» Алексеем Мозговым прочитала Богдана Нищерет. Уже в 9 лет она стала самой юной ополченкой и символом Донбасса. Чем ты занимаешься? Готовлю кушать, помогаю. Ношу чай, кофе. Вот у тебя даже удостоверение есть, да? Да. В 10 лет девочке вручили медаль за боевые заслуги и медаль батальона «Призрак». Сейчас Богдане 16. Она уже давно не ребенок, а настоящий воин, который твердо знает, за что борется. Богдана, мы рады тебя приветствовать здесь, в Москве, в самом ее сердце, на Красной площади. Богдана, здравствуй! Здравствуйте! Я русская, и я очень этим горжусь. Наконец-то наступил этот долгожданный день, и мечта моего родного Донбасса сбылась. Я хочу вам прочитать свое стихотворение. Люблю я матушку Россию, люблю ее просторы, нивы, реки и моря. Люблю послушать я с восходом солнца заливистое пение птиц и трелье соловья. Люблю я звон колоколов церковных, что поутру звонят где-то вдали. Люблю я пробежаться рано утром по капелькам росы, что на цветах, по капелькам росы. Ведь красота России так прекрасна, чудесные люди, их широкая душа. Радушные ко всем, кто приезжает в гости. Россия, как же ты красива, как ты хороша! Спасибо. Богдана, я знаю, что у тебя есть еще одна мечта – встретиться с нашим президентом. И сегодня она исполнится. Встречайте, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо всем. Дорогие друзья, сегодня у нас особый, торжественный и без всякого, в данном случае, преувеличения, исторический день. День правды и справедливости. Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали все между собой, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне, право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор. Быть со своей исторической родиной, с Россией.
только один эпизод из того, что происходило 2, 3, 4 дня назад. Выборы в Луганске. Люди стоят в очереди на улице на один из избирательных участков. И начался артиллерийский обстрел. Снаряд упал рядом, недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно. В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру. Ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине и передали это своим детям. И поэтому мы говорим, Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой! Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днем, сегодняшним торжеством. Мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам. Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде, они в бою. Они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад. Я знаю, о чем я говорю. Именно героически. И поэтому в знак поддержки, благодарности, в знак признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование предлагаю отсюда, с Красной площади, послать им сигнал нашей поддержки, уважения и преклонения перед их жертвенностью и перед их героизмом. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за 1000 километров они услышали голос Красной площади. Трехкратным «Ура!» Набрали воздуха и по моей команде на счет 3. 1, 2, 3! Ура! 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 Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать все для того, чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения, больницы и поликлиники. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами! Спасибо. Удачи. Звучит гимн Российской Федерации. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена.
Спасибо. С Богом. Я уверен, мы на всю жизнь запомним этот день и эту минуту. Я знаю, что сейчас гимн пела вся страна. Потому что мы вместе. Вместе мы сила. Теперь это и гимн Донбасса, Запорожья и Херсона. Гимн еще 7 миллионов человек. Дорогие друзья, сегодня всю страну нашу объединяет движение «Мы вместе». Оно начиналось несколько лет назад, еще во время пандемии, но постоянно расширялось, становилось все более массовым. Но роль этого уникального волонтерского движения изменилась с началом специальной военной операции. Оно увеличилось. Да, это наш гражданский и человеческий долг. И в первую очередь надо помогать семьям наших военнослужащих, семьям тех, кто в эти дни сражается за свободу и суверенитет нашей большой страны. Я хочу пригласить на эту сцену двух замечательных женщин. С нами Екатерина Генералюк, человек, который сегодня находится буквально в самом центре волонтерского движения «Мы вместе». И военкор Первого канала Ирина Куксенкова, когда она освещала бои за Мариуполь, получила ранение обеих ног. Екатерина, Ирина, мы ждем вас. Мы вместе. Вместе навсегда! Какой океан добрых глаз! Сочувствие, желание помочь, оно в наших сердцах, в нашей душе. Вот уже 4 месяца проект «Все для победы» Народного фронта помогает жителям и защитникам Донбасса. За это время мы с вами собрали 2,5 миллиарда рублей. Просто вдумайтесь в эту цифру. И это не просто тонны гуманитарной помощи, это не тысячи тепловизоров, прицелов, комплектов одежды. Это частичка вашего сердца, частичка вашей души. Это чувствуется на фронте, поверьте мне, правда чувствуется. И мы все делаем правильно, нас очень много. И, кстати, особенно это почувствовалось вчера, когда Юрий Подоляк объявил свой сбор. На наш сайт была совершена беспрецедентная DDoS-атака. Конечно же, наши специалисты ее отразили. Мы продолжаем помогать и дальше будем продолжать. Мы вместе. Все для победы. Дорогие друзья, здравствуйте. Мой муж был мобилизирован неделю назад. Я не унываю и буду ждать его и поддерживать с нетерпением. И призываю вас, женщины, поддерживайте своих мужей, сыновей, отцов. Все будет хорошо, мы с вами. Также я являюсь волонтером движения «Мы вместе». Если вам нужна какая-то помощь, развернуты региональные штабы, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас мы должны быть как никогда вместе. Вместе мы сила! И все у нас получится, если мы будем заодно, будем вместе. Вместе и навсегда! Олег Газманов, встречайте! Глядя в зал, отражаюсь я в ваших глазах. Вниз струной напряженно звеня, выбирает дорога меня. Каждый час
дорогой длиной в одну жизнь. Моя песня, как птица, кружит. И в сплетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, мы вместе. Все сметая преграды, разрушая все стены, мы вместе. О, мы вместе. Желтый лист упадет на простой обелиск. Бьется память в висках, вспоминай тех, кто верит в потерянный рай. Небеса улетят наших дней голоса, но останется песня роса, растворенная в ваших глазах. И в сплетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, мы вместе. Все сметая преграды, разрушая все стены, мы вместе. О, мы вместе. Снова жизнь по тропинке ребенком бежит. Новый век по спирали кружит. И в сплетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, мы вместе. И в сплетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, мы вместе. Все сметая преграды, разрушая все стены, мы вместе. О, мы вместе. Мы вместе. Спасибо огромное всем артистам под ваши аплодисменты! Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. Артефакты прошедшей войны не тревожь, сапоги по бетону стучат. Снова ложная правда, правдивая ложь на войну посылает солдат. Мы не можем спокойно стоять в стороне, разберемся, где финиш, где старт. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Нам не стоит мешать и не надо учить, как должны мы в стране своей жить.
свой путь проложить, и на нас бесполезно давить. Пусть враги нам твердят, что наш путь предрешен, чтоб никто колею не бросал. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. К нам с войной приходила беда, но мы снова вставали и станем сейчас. По-другому не быть никогда. Кто-то может предать, кто-то может уйти, кто-то прячет звериный оскал. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Спасибо! Олег Газманов! Мы вместе и навсегда! У России есть могучая и неодолимая сила. Это наш великий народ, который в час испытаний обретает такую мощь, такую невероятную энергию, которую не одолеть никакому врагу. Народ, который открывает свое сердце всем, кто попал в беду. Народ, который живет по законам любви. И этот народ мы с вами. И это наша страна, наша Россия. Встречайте, группа «Послезавтра». Держим удар. Пусть огромный мир услышит нас всех. Мир без войны, в любви и добре. Россия сильна, но не забыть никогда те взрывы в огне, где люди во мгле. Стойко держим удар, стойко держим удар. За нами семья, за нами моя страна. Держим удар, стойко держим удар. Спасем города, свободна земля будет. Вставай, пойдем домой, теперь я с тобой. Не бойся, пой, все сыты войной. Война отстой, но нам надо принять еще один бой от того, кто жадный и злой, кто давно простился с душой. Это все предрешено. И потом, нам же не все равно, все за все. Ведь с нас не убудет детских слез. Пусть больше не будет я всерьез. Послушайте, люди, мир непрост, но он нам нужен. Стой, пусть сейчас это трудно мглой. Они вины беспробудно, герой в тебе безрассудно живут.
живой, на века абсолютно твой путь светил и долг святой, для каждого наш долг бой, в них разум разбудим, верь, что хуже не будет, не впервой нам отстаивать правду, мы дети войн, это наши по праву, пой, как молитву, как Божий дар. Стойко держим удар, стойко держим удар, за нами семья, за нами моя страна, держим удар, стойко держим удар, спасем города. Свободна земля будет. Привет, человек, ты там за границей, а мы россияне. Смотри в наши лица, ты знаешь зачем? На Донбассе солдаты, там живут наши сестры, живут наши братья, живут наши дети, родные по крови. Встречают Россию теплом и любовью, мы дом защищаем, те, кто нам очень дорог. А твои присылают им деньги и порох. А твои запрещают слушать доводы наши, а твои вводят санкции, потом идут дальше. Везде запрещают нашу культуру, громят обелиски, вводят всюду цензуру. В отношении правды, в отношении мира мы держим удар ради чести мундира. За тех ветеранов, что спасли ваши души, тогда от фашистов их порядки разрушат. Ты об этом не знаешь, ведь учили другому, но ты знаешь, что значит быть счастливым, жить дома. Ты знаешь, что значит не терять своих близких от бомбежек и пулей батальонов нацистских. Это кратко тебе, чтобы было понятно, что не будет отсюда дороги обратно. Что ты знал, ради мира мы потушим пожар. Смело, отважно. Стойко держим удар, стойко держим удар, за нами семья, за нами моя страна, держим удар, стойко держим удар, спасем города. Свободна земля, знаем будет. Россия, вперед! Группа «Послезавтра». Друзья мои, как же невероятно стоять здесь, на этой сцене, и быть вместе с вами. Спасибо вам большое за то, что чувствуется вот это настоящее единение. А так умеем только мы, только русские могут вот так объединяться, как мы сегодня объединились вместе с вами. Россия! Это наша страна. Вместе и навсегда. Россия – это мы с вами. Россия сегодня – это 4 новых региона. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область. Добро пожаловать домой! Добро пожаловать 7 миллионов человек к нам, в Россию! Наш концерт продолжает еще один российский певец, композитор, аранжировщик, музыкант, который стал еще более известен благодаря своему донбасскому периоду творчества. Встречайте, Джанго! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Донбасс официально стал Россией. Но все эти годы, с 14-го и даже раньше, он Россией был всегда по духу. Когда мы ездили, выступали перед бойцами, перед мирными людьми Донецка, Луганска, мы знали, что народ очень хотел в Россию всегда, что эта мечта всегда жила в них. Они никогда не теряли надежды. И сегодня эта мечта осуществилась. Так будем же вместе будем идти к великому нашему будущему. И все те люди, которые взяли в руки оружие и сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину, им посвящается эта песня. И давайте в конце, там будут слова, и споем их вместе, проскандируем. Мы не уйдем.
Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати пулем, да перелет травой. Ну а что гадать, мы-то еще здесь. Сколько же нас, ребята, да уж сколько есть всегда. Перед боем тишина. Был расчет такой, родился и живи, а тут вот или мы, или они. Ну да не впервой нам не привыкать, разобьем врага, оживем опять всегда. Перед боем тишина. Даже если волком смотрит заря, даже если небо крестят огнем, даже если рукой до смерти подать, здесь наша земля, мы не уйдем, мы не уйдем, мы не уйдем. Вот родной мой двор, деревья дома, и в костер бросает листья пацанва. Эй, давай домой, кончилась война. Эх, видать, не время, пока еще туда, где над боем тишина. Даже если волком смотрит заря, даже если небо станет огнем, даже если и дальше на смерть стоять, здесь наша земля, мы не уйдем. Даже если волком смотрит заря, даже если небо стало огнем, даже если даже не воскресать, здесь наша земля, мы не уйдем, мы не уйдем, мы не уйдем, мы не уйдем. Не уйдем. Идем все вместе к нашей победе! Ура! Да здравствует Россия! Спасибо, Джанго! Друзья, сегодня происходят поистине судьбоносные события. События, которые на наших глазах меняют весь мир. Мы видим, как творится новейшая история нашего государства. И мы с этого пути не сойдем. А следующую фразу, которую, наверное, знает каждый из вас, я хочу, чтобы мы все сказали вместе. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
Встречайте, народный артист России Василий Герелло. Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать. Ты мне родина родная, вольной воли, дорога. Ты мне родина родная, вольной воли, дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна. Нерассказанная сказка, синеокая страна. Я в березовые ситцы нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Я в березовые ситцы нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Да здравствует наша матушка Россия! Ура! 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 Народный артист России Василий Герелло! Спасибо! Друзья, сегодня свершилось историческое событие. Этот день войдет в историю. 30 сентября 2022 год. Запомните. Выбор людей. Вместе навсегда! Спасибо вам, спасибо России, спасибо нашим новым территориям, которые исторически воссоединились со своей большой родине. Спасибо!
Какая же это гордость быть русским. Спасибо вам, дорогие друзья! Спасибо!